Большая часть нашего прошлого опыта оказывается жестко запрограммированной в нашей физической системе, удерживая нас в определенных восприятиях и поведенческих схемах. Наши нейронные пути — это установленные связи в мозге, которые активируются в соответствии с этими программами. Однако, если эти связи диктуют модели в нашей жизни, которые нам не нравятся, их можно изменить, создав новые паттерны, соответствующие новому восприятию и поведению. Некоторые из этих паттернов служат нам хорошо, и их нет нужды менять. Но некоторые блокируют наше продвижение к тому, что мы хотим. Они определяют наши отношения со всем, что мы испытываем в нашем мире. И если что-то идет не так, это происходит из-за программы и восприятия, сформированных нашим прошлым опытом. Например, если человек постоянно думает о том, что у него недостаточно денег, то соответствующий нейронный путь будет закреплять восприятие нехватки и ограниченности. С другой стороны, если человек постоянно фокусируется на счастье через свои мысли и чувства, он усиливает нейронные пути, связанные со счастьем, и они становятся доминирующими в его сознании. Каждая мысль и чувство укрепляют те нейронные пути, на которые мы их направляем. Закон притяжения. Большая часть наших устоявшихся, зачастую подсознательных установок и мировоззрения укоренена в нашей физической природе. Эти глубоко укорененные программы определяют, что мы считаем истинным и правильным. Другими словами, наше восприятие и убеждения о мире тесно связаны с физиологией нашего организма и нервной системы. Они как будто запечатлены в самой нашей телесности. Эти глубинные, неосознаваемые программы поведения и мышления формируют то, как мы взаимодействуем с окружающей действительностью. Они служат своего рода фильтрами, через которые мы воспринимаем реальность. И многое в нашей жизни обусловлено этими жестко запрограммированными установками, уходящими корнями в наше прошлое. Осознание этого факта – важный шаг к трансформации и раскрытию новых возможностей. В результате мы излучаем определенную вибрационную частоту, соответствующую нашим убеждениям, и притягиваем в свою жизнь вещи, которые совпадают с этими убеждениями. Благодаря повторению и последовательности мозг может перестраивать новые нейронные пути и сигналы. Например, когда мы меняем свои привычки или решаем делать что-то по-другому, мы способствуем росту новых нейронных связей. Однако у нас есть возможность создавать новые нейронные пути более быстрым и эффективным способом с помощью наших намерений и действий. Вот пошаговый процесс, который поможет вам в этом. Шаг 1. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабиться. Приложите одну ладонь к лбу, другую – к затылку. Лобная доля – это часть мозга, отвечающая за когнитивные функции и взаимодействие с миром. В системе чакр это соответствует третьему глазу, регулирующему интуицию и высшую осознанность. Затылочная доля отвечает за зрение. Таким образом, вы посылаете тонкие энергии в ваш мозг и третий глаз. Это упражнение создает пульсирующую энергию, которая усиливает активность этой части вашего тела. Шаг 2. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите воплотить в жизнь. Вызовите этот образ в своем сознании как можно более детально. Представьте, что вы прикасаетесь к этому объекту, ощущаете его текстуру, слышите звуки. Какие у него визуальные качества, какой энергией он обладает и какие эмоции у вас он вызывает. Шаг 3. Несколько раз уверенно произнесите название этого объекта. Например, новый черный Lexus с кожаным салоном. Назовите около 5 его физических характеристик, не больше. Произносите это утверждение уверенно, без дополнительных слов, типа «у меня есть Lexus» и так далее, только характеристики.
Шаг 4. Вы, вероятно, заметите, что у вас возникают определенные эмоции, наблюдая этот предмет. Назовите их вслух: счастье, возбуждение, умиротворение, от 1 до 4 эмоций. Ощутите эти эмоции, пока вы их произносите, так как они, скорее всего, вызывают приятные ощущения. Если вам захочется подольше задержаться на какой-либо эмоции, сделайте это. Шаг 5. Вероятно, вы должны ощутить радость обладания и благодарность за полученное. Поэтому ваша внутренняя искренняя улыбка поможет вам осознать вашу новую реальность и сказать вслух: «Это моя новая жизнь и моя новая реальность». Это утверждение создает в вашем сознании обязательство начать формировать новое убеждение и проявить то, что вы выбрали, и почувствовать это, как будто оно уже ваше. Шаг 6. Оставив ладони на лбу и затылке, откройте глаза и продолжайте думать о своем новом проявлении и о том, как вы себя ощущаете. Не двигая головой, переместите 10-15 раз свой взгляд вправо и влево. Это одновременно стимулирует левое и правое полушария мозга. Когда оба полушария работают слаженно, результат становится гораздо более мощным, как будто закрепляется информация, которую вы только что ввели. Поскольку левое полушарие отвечает за логическое, аналитическое мышление, а правое – за творческое и интуитивное восприятие, то когда оба полушария работают слаженно, они дополняют друг друга, что приводит к более мощному результату. Выполняйте это упражнение по 2-3 минуты в день в течение минимум 30 дней. Старайтесь находить для этой практики время, когда вы чувствуете себя наиболее позитивно. Регулярность и последовательность крайне важны, так как это позволяет полностью задействовать оба полушария мозга и закрепить достигнутые улучшения. Таким образом, вы создаете новый внутренний дизайн и новые нейронные связи для восприятия и своего нового поведения. Со временем вы будете все чаще думать мыслями, соответствующими вашему желаемому проявлению, и эти мысли будут поддерживать возникновение новых убеждений, связанных с этим. Когда вы начинаете жить согласно этим новым убеждениям, у вас появляется новая энергия и вибрационная частота, которые начинают притягивать к вам желаемое.